Ну что же, рад видеть тех, кто уже участвовал раньше в наших встречах. Добрый день всем, меня зовут Иван Савин. Сегодня мы продолжаем нашу мастерскую про платформу Дзен, про ее особенности. Давайте посмотрим, что мы с вами уже рассмотрели на прошлом занятии и чего мы вспомним. Дзен – это рекламодательная платформа с большой аудиторией. У нее есть история, и сейчас она принадлежит ВК. Мы поговорили о том, что можно публиковать, что нельзя, не стоит. Есть правила Дзена, есть на них ссылочка на справку и на правила. Обязательно изучите, проверьте, насколько ваше желание публиковать что-то соответствует тому, что можно или нельзя. Ограничений особых нет, но главное не публиковать что-то шокирующее, что-то экстраординарное и противозаконное. Вот, мы посмотрели, как настраивать канал, как вносить настройки аватар, обои и разное другое, как писать статьи, посты и видео и ролики. 4 формата публикации в Дзене есть. Посмотрели, как работать в редакторе статей, какие там есть особенности. О подборках поговорили. Можно группировать публикации в подборки и делиться ссылками на них. Это очень полезная вещь. Редактор постов, напомню, это вещь, в которой нельзя форматировать текст, но можно вставлять эмодзики, упоминания, опросы, картинки. Причем, если вставляете картинку, то опрос уже нельзя вставить, помните об этом. Чего не стоит делать, это накручивать подписчиков, заниматься кликбейтом, заимственным контентом, нейроконтент тоже не очень себе история. Ну и шокирующий нью-контент тоже. О чем писать? Вскользь упоминали, что в Дзене ценится авторский контент и большие затраты на публикацию. То есть, когда вложено много сил. Дзен это любит, и плюс, да, популярны какие-то темы, тогда, может быть, ваш канал получит больше охватов, чем какие-то другие, да, по специфичным темам. Про видео в Дзен поговорили, что видео в Дзен и ролики теперь не монетизируются с определенного момента, но можно по-прежнему получать монетизацию, если размещать какие-то партнерские ссылки, какие-то рекламные интеграции, используйте и так далее. Про ролики поговорили, как их публиковать с помощью встроенного приложения, встроенной камеры и приложения Дзен на смартфоне. Это только там можно делать. Ну, с ПК тоже можно роликами управлять, в частности, описание, в части описания, проставления там хэштегов и что-то такого. Сегодня мы поговорим подробно про студию Дзен, то есть это основной инструмент управления своим каналом. Давайте я покажу дальше, что будет. Поговорим о том, как вести несколько каналов, каким образом, про монетизацию, про то, как изучать статистику. И вот большой слайд с большим количеством лайфхаков в конце для затравочки. Я вам расскажу какие-то особые приемы, а также инструменты, внешние какие-то инструменты добавления в браузер для использования их в Дзене, для повышения ваших каких-то возможностей. Да, давайте тогда перейдем к первой части. Это Дзен Студия. Дзен Студию я буду показывать на своем канале Мудрости. Вот такой у меня есть канал. Чтобы в нее, в эту Дзен Студию попасть после логина в Дзен, вы щелкаете на свою иконку со своим изображением. В прошлый раз на записи, я уж не знаю, как сейчас будет, но прямо вот здесь вот была картинка с видео, поэтому не было видно. В общем, в правом верхнем углу есть ваш аватар, когда вы залогинились в Яндекс или в учетку ВК. Есть ваш аватарчик, вы в него нажимаете и видите тут перечень, меню, среди которого есть студия. Вы переходите в студию, это ваш основной инструмент как автора. И здесь пробежимся по разделам. На вот этой главной странице, тут Дзен сам рекламирует какие-то возможности для авторов. Есть 3 блока, которые говорят, сколько у вас сейчас подписчиков, сколько времени просмотра активного было за 7 дней, какова сейчас вот у вас баланс монетизации. Дальше мы смотрим шкалу с почасовой статистикой, которая переключается между просмотрами и показами. Ну, то есть показывает то, что Дзен показывает в ленте, а просмотры – это то, что люди на самом деле нажали мышкой и посмотрели публикацию, видео или ролик, или пост. Дальше мы видим 3 основных, самых популярных публикации, которые набрали наибольшее количество просмотров за вот этот вот период 7 дней. Мы видим, что у меня это все 3 это видео.
Это не сюрприз, потому что видео смотрят больше и лучше, чем читают текст. Видимо, поэтому Дзен решил больше с нами и не делиться, да, за это. Дальше мы видим последние публикации, то есть что я тут последнего публиковал. Вот ролик, вот как раз видеозапись нашего мастер-класса первой части, можно ее посмотреть. Я там подрезал все паузы, все лишнее и оставил только полезности в видео. Ну, вот еще какой-то ролик, есть статья, есть пост, да, вот последние публикации. К ним можно вернуться, если нажать на ссылочку, и здесь видны их статистика. Сколько показов, сколько VTR в ленте, сколько CTR в ленте, VTR и CTR поговорим чуть позже, лайков, комментариев и так далее. Есть справа, в правой части последние комментарии, то есть вот есть, как вы видите, не очень благоприятный комментарий, что я вот тут якобы обманываю. Я этот комментарий вообще-то удалил, но здесь он светится. Есть благодарности, спасибо за то, что чем-то я где-то кому-то помог. Это вот основной экран. Если мы перейдем на пункт «Статистика» слева, то мы попадем в статистику, как ни странно, да? И здесь в более расширенном виде можно увидеть эту статистику, данные по вашим публикациям, выбирая справа вверху период, который, да, нас интересует. Ну вот здесь выбран 30 дней, давайте на нем останемся. За месяц примерно, что у нас тут случалось. Виден поток подписчиков и отписчиков. Можно, наводя мышку, да, увидеть, сколько в какой день подписалось и отписалось. Динамика этих подписчиков, да. И ниже информация о публикациях, которые принесли больше всего подписчиков. Как мы видим, это довольно, ну, я вижу, что это довольно старые статьи. Вот недавнее видео ВКонтакте, мастер-класс. Это довольно старая статья про апгрейд ноутбука. В общем, потихоньку люди подписываются, скорее всего, потому что они вот по поводу определителя номера от Яндекс ищут эту информацию в интернете и таким образом на эту статью попадают. Самые вовлекающие публикации, то есть это именно те, которые вовлекли народ, который проходил мимо и увидел их в ленте, нажал и зашел. Как видно, здесь раз, два, три, 4 видео и только 2 статьи. Вот, этот раздел у нас выглядит именно так. Здесь вверху можно перейти с закладки «Подписчики» на «Публикации», увидеть широкий, красивый график с детализацией по дням, или можно его переключить там, например, по неделям, о том, как шел трафик на канал Дзена. В графическом виде, наводя мышку, можно увидеть, какого числа, сколько было посетителей, читателей. Дальше идет таблица, которую можно сортировать по пунктам. Например, очень интересно мне, сколько же было дочитываний и просмотров больше всего у какой публикации. Я нажимаю на этот пункт, сортируется по нему, и видно, что вот как подключить iPhone к телевизору, 512 раз посмотрели. Вот в основном видео опять стоят, но есть статья, которая 242 раза прочитали. Общее время составило 1:46. И еще статьи, у которых есть дочитывание и просмотры вот с такой вот полосочкой. То есть вот здесь, нажимая на пункты, например, подписка, сколько подписалось человек, прочитав какую-то статью. 2 человека подписались, когда прочитали про определитель Яндекса. Сколько было комментариев, это важный момент. Если комментируют, значит вовлечены. Сколько было лайков поставлено на статью и сколько народу поделилось. Вот есть такие даже здесь, те, кто поделился. Вот. Что здесь интересно еще вот в этом разделе, если нажать на данные по времени, вот раньше появлялась возможность посмотреть на карту дочитывания. Сейчас почему-то не появляется. Можно выбрать статью и что-то с ней сделать. Понятно пока что, но можно выбрать ее и нажать. Здесь вот справа есть громкоговоритель «Продвигать». Продвигать — это означает, что вы можете подключить платное продвижение с помощью инструментов других Яндекс рекламы. Вот выдается сразу страница, как продвигать какую-то конкретную статью. Не знаю, кто этим пользуется, наверное, какие-нибудь специфичные каналы это используют. Значит, если мы вернемся выше, то у нас есть подраздел, где мы видим все статьи, посты, видеоролики, все типы публикаций. И по каждой конкретной категории мы можем посмотреть, собственно,
статистику. Если придем в статьи, то в нашей таблице появляются вот такие вот карты, как раз процент чтения и карта дочитывания. Помню, что раньше, нажав на нее, можно было перейти в статистику просмотра конкретной публикации. Но вот по цветовой шкале можно понять, что как хорошо читали статью. То есть если в конце она оранжевая, значит до конца не доходили. Да? Вот. Если все зеленое, значит всю статью читали целиком хорошо и упорно. Есть здесь показатель CTR в ленте. Что такое CTR? CTR – это click to read, то есть это означает, что среди статей, появившихся в ленте, вот эта статья появлялась в ленте какое-то количество раз, 8% из этих появлений, показов, люди нажали на мышку, кликнули. То есть кликнули, чтобы прочитать, click to read. То есть она таким образом захватила внимание. Этот показатель не очень хороший, 8,3, но вот есть, например, 23%, то есть очень интересная и важная тема для людей о том, как я увеличил пространство на компьютере, подключив SSD дополнительный. Интересно людям было почитать. Вот этот CTR-показатель очень важен. На него влияет обложка, заголовок, название и, собственно, сама тема. Если хорошо работать над обложкой и заголовком, то можно повысить этот показатель. И таким образом повысить дочитывание, а значит и заработок на статьях. Статьи – это основной инструмент в Дзене, как я говорил уже, и вы знаете, что текстовый формат в Дзене наиболее ценится с самой платформой. Посты в основном используются для продвижения статей, либо для коротких каких-то сообщений, но если там нет много текста, вот здесь есть отдельная категория для статистики постов. Для постов есть показатель не CTR, а VTR, то есть View to Read. Это означает, что человек листал ленту, какой-то пост, он, значит, на нем задержался и прочитал его. Соответственно, вот есть очень интересный показатель по одному из постов 1300% VTR. Что это означает? Это означает, что статью, этот пост не показывали в ленте, но на него пришли из поиска. То есть это превышает процент показа. На него пришли из поиска и потыкали, и прочитали. Вот. Потому что, как говорится, 4 показа, а 52 просмотра. То есть превышение очень значительное. VTR. Тут та же статистика по постам, что и по статьям. Можно посмотреть просмотры, можно посмотреть комментарии, лайки и репосты. Видео. По видео статистика схожая. У видео тоже VTR, то есть View to Read, то есть из показанной в ленте видео, сколько на него щелкнули, чтобы посмотреть. Есть глубина просмотра, то есть вот эти графики синенькие показывают, как хорошо смотрели видео. Даже можно здесь запустить и посмотреть. Ну, как вот, если вы YouTube видели студию, если у вас есть канал, то можно увидеть, как хорошо смотрели видео. Вот, например, тут у него есть какие-то всплески даже. Интересно было в какой-то момент людям посмотреть. В основном, конечно, интерес падает, когда открывают видео, понимают, что это что-то не то, может быть, не их тема, и уходят. Но вот здесь можно увидеть, насколько хорошо и ровно вы трактуете, вы повествуете в вашем видео, чтобы удерживать клиента, удержание вашего не клиента, а читателя. Значит, ролики. Роликами все то же самое. Никакой разницы с видео нет. Просто еще один формат видео. Значит, что здесь еще есть? Есть кнопка «Только подписчики», то есть можно посмотреть, сколько у вас смотрели именно подписчики. Если мы это нажмем, перейдем на категорию «Все», у нас осталось только подписчики, мы видим, что последнее время, последнюю неделю, скажем, да, подписчики смотрели больше мои публикации, чем раньше, но все равно это очень маленький процент по сравнению с просто просмотрами. Вот просмотры, а вот подписчики. Это означает что? Что Дзен не показывает мои статьи даже подписчикам. И это очень странно, потому что зачем там подписываться и зачем привлекать подписчиков, если им не показываются твои публикации. Это очень странно, но факт есть факт, и те авторы, которые от этого страдают, они вот жалуются именно на это. Если с ними только подписчики, мы можем еще здесь фильтр по дате событий или по дате публикации
В общем, не понимаю, на самом деле, зачем он нужен. Под эти публикации снимается, убирается график. Закладка премиум говорит о том, что на моем канале подключен премиум. Я его подключил исключительно ради эксперимента, не собираюсь никаких денег брать, просто увидеть, как это работает. И если нажать премиум, вы увидите, сколько публикаций из раздела премиум было показано, дочитано, подписки и все остальное. То есть еще просто один раздел. Отчет можно скачать в Excel отсюда и покрутить его, как вам хочется. Вот он скачался. Выглядит он как обычный Excel файл. Если умеете работать, вводить и так далее. Интересно просто, что он покажет. Я давно не заглядывал. Если сильно хотите открыть, да, я хочу открыть. Ну, вот, в общем-то, та же табличка, ничего особенного из себя не представляющая, но, может быть, здесь есть большая ценность в том, что есть прямые ссылки, и можно их как-то где-то использовать, публикуя. Закроем Excel. Вот, значит, мы прошлись по публикациям. Есть почасовая статистика раздел. Так, больше ничего здесь нет. Да, больше ничего здесь нет. Почасовая статистика говорит, сколько за последние 48 часов ваши материалы просматривались, читались, и показывает это в красивом графике. И здесь нельзя изменить период, да, то есть можно только так посмотреть. Когда вы смотрите на перечень публикаций, то видно, что прям по конкретной статье, в какое время кто сколько читал. И это, может быть, наверное, кому-то будет полезным. Не знаю, я не пользовался. Рядом с кнопочкой 48 часов есть вот такой вот график. Это Яндекс.Метрика. То есть, если на нее нажать, то открывается картинка Яндекс.Метрики. Это старая статистика, пока еще в Дзене в студии не была реализована возможность расширенной статистики, то мы смотрели всю статистику в Яндекс.Метрике. Для этого было необходимо сделать особенный счетчик уникальный, который мы в прошлом занятии видели. Он вписывается в настройки канала, и вот можно в Яндекс.Метрике точно так же смотреть почти ту же самую статистику, но тут есть некоторое отличие. То есть вот сколько по заголовкам пришло, конкретным ссылкам сколько пришло, страницы входа, то есть какая страница входа чаще всего использовалась при заходе на канал. Это узнаем сейчас. И вот вторая по категории. Дашборды, отчеты, обзор. В общем-то, здесь перелистываясь, вы переходите по вот этой статистике. Кстати, вот здесь есть карта скроллинга интересная. И по самой популярной публикации загружаются данные, и, возможно, он нам даже покажет, но нет, он ругнулся, что счетчик не установлен на странице, поэтому не покажет. Вот как раз здесь можно было бы увидеть карту дочитываний, почему-то ее не показывают нам. Вот. Две ссылки, по которым зашли в мой канал. Как считать информацию из QR-кода с экрана своего смартфона. Эта тема меня волновала, и я выяснил и написал на эту тему статью. Кстати, если вы не знаете, почитайте. И как другим пользователям, нескольким пользователям редактировать одновременно Excel-файл. Тоже такая тема рабочая, многих интересует, поэтому, видимо, они находят это в интернете и по этой ссылке заходят на мой канал. Перейдем дальше. С этим понятно. Есть закладочка «Доход». Доход возникнет, закладочка у вас тогда, когда вы подключите монетизацию. Монетизацию вы подключите тогда, когда ваши подписчики 30 часов потратят на чтение ваших материалов за 30 дней. 30-30, вот такой вот параметр есть. Если вы создали канал, набрали 10 подписчиков, уже он начал рекомендоваться, материал начал рекомендоваться в ленте, а чтобы подключить монетизацию, нужно набрать 30 часов за 30 дней. Тогда вы сможете подключить монетизацию. Но мы к этому еще немножечко позже вернемся. Здесь доход можно увидеть, перелистывая по категориям также публикаций. Ну, видно, что вот общий доход, например, по последним публикациям 75 копеек вот есть. Если подать, отформатировать или по общему доходу
или изменить не 30 дней, сделать, а, например, 90, то можно увидеть, что самая доходная публикация, рубль 18, была про шифрование. Таким образом управлять. Перейдя на статьи, посты или видео, можно увидеть также информацию о доходе, которую он теперь не хочет показывать, потому что дохода на видео нет. Аудитория – это следующая вкладка, где мы увидим еще раз график посетителей ваших уникальных по дням, неделям или по месяцам. Также мы увидим очень важную информацию, как зрители находят вас. То есть каким образом они, читатели, попадают на ваш канал, чтобы ознакомиться с материалами. У меня на моем канале, поскольку я веду его нерегулярно и, в общем, не так активно, как раньше, лента, то есть рекомендации меньше 1%. То есть мои материалы попадают в ленту меньше, чем 1% из всех материалов. И это очень плохо. Ну, то есть если вы ведете канал Дзеня, рекомендации должны быть, то есть ваши материалы должны быть в рекомендациях. То есть вот этот первый параметр очень важен. Но тем не менее, как мы видим, поиск в Дзене и поисковые системы очень хорошую долю дают. То есть больше половины посетителей моего канала пришли из поисковых систем. Это значит, что я написал какие-то такие полезные статьи, которые интересуют, материалы которых интересуют пользователей, и они набрали в поиске это, да, и им высветилась моя статья, и они на нее пришли. Да. Вот. И это как бы радует, то есть я ощущаю, что пользу таким образом я приношу. Есть еще другие источники означают, что люди приходят откуда-то не из поиска, а, например, из каких-то постов в соцсетях, из каналов в Телеграме, из WhatsApp, или пересылая друг другу посты или ссылки на мои публикации. Когда и вас смотрят и читают, это график справа. Здесь видно, что в основном меня читают первые 3 рабочих дня. Потом четверг, пятницу поменьше, а субботу, воскресенье все читают, все отдыхают и мало читают мой канал. Это пол. Здесь распределение чуть-чуть в сторону женщин больше. Здесь я удивлен. Странно. Вроде у меня более технические такие материалы, мне казалось. Аудитория, возраст. Возраст аудитории 25-34. Тоже сюрприз. Вообще-то, я думал, что меня читают там люди, которым за 40. Но, в общем-то, это правда, потому что те, кому старше 25 и так далее, читают меня больше. Ну, соответственно, молодежь от 18 до 24, и до этого совсем мало. Устройства, с которых смотрят, смартфон или ПК. Понятно, что сейчас все читают со смартфона, но тем не менее, текст удобнее смотреть с компьютера, поэтому с компьютера тоже читают и смотрят. На операционные системы здесь Android впереди планеты всей. Потом Windows идет, потому что компьютеры, да, потом iOS и какие-то другие. Даже Linux есть, смотрите, надо же. География. По географии Москва, Санкт-Петербург, понятно, впереди. Ну и другие крупные города. Мне интересно, вот если тут зарубежные города почему-то нет, то есть это означает, что, ну, есть Германия, Нидерланды, немного, совсем чуть-чуть, означает, что народ использует, скорее всего, VPN для того, чтобы заходить и читать. Вот, значит, это раздел статистика мы посмотрели. Дальше в студии есть раздел публикаций. Чем он полезен? Это все ваши публикации, основной инструмент для управления ими. То есть, если вы хотите дать ссылочку на публикацию, вы заходите сюда, нажимаете 3 точки и копируете ссылку. Если вы хотите отредактировать статью, нажимаете 3 точки, редактируйте статью или описание к видео, то есть в зависимости от того, что есть что. Или там пост, да, появляется редактор поста или ролика. Не хочет исчезать, да? Соответственно, 3 точки нажимаете, это основной здесь инструмент. Код для вставки означает, что появляется некий код, который можно внедрить в какой-то сайт, и он будет появляться как встроенный такой плеер или статья. И что тут еще есть? Добавить в подборку. Про это мы говорили в прошлый раз. Нажимаете «Добавить в подборку», выбираете, какую подборку вы хотите использовать, добавляете именно здесь. Чем здесь я пользуюсь? Значит, поиск публикации
и здесь есть поле. Это как раз нужно для того, чтобы найти свою публикацию, которую когда-то я сделал, или вы сделали, и не помните про нее. Помните, так примерно что-то какое-то название было, например, да? Ну, не знаю, там, сериалы. Я напишу сериалы. Что я писал тут про сериалы и какие он мне покажет варианты. Вот есть какие-то сериалы. Сериал личный. Сериал Фишер. Почему-то сериал «Друзья рекомендуют сериалы» и так далее. Здесь, как раз найдя вот такую публикацию, я могу, например, добавить ее в подборку, если ее там еще нет, а она вот у меня уже тут есть, да, ну или проверить. Найти публикацию свою очень полезно бывает, потому что, ну, листать свой канал в поисках статьи, перелистывая, ну, это сложная задача, а здесь проще. Опять же, если вы перейдете именно на раздел статьи, посты или видео, поиск публикации сработает более четко. Здесь есть раздел «Закрепленные». Именно здесь вы можете открепить публикацию закрепленную, которая показывается в вашем канале на основной странице среди тех 3 закрепленных публикаций, которые у вас есть. Вот как раз тут тоже можно использовать поиск для того, чтобы найти публикацию, которую вы хотите закрепить, потому что она могла быть опубликована уже довольно давно. Вот я сейчас перейду на мой канал. Вам видно, вот закреплено автором. У меня есть 3 публикации, закрепленные автором мной. Вот это видео, оно довольно давно сделано, поэтому если я здесь у себя откреплю, вот это вот, видите, оно опубликовано аж 26 декабря 2024 года, то долистать до него мне будет сложно. Поэтому я буду использовать поиск. Но именно здесь можно открепить публикацию, как я сказал, чтобы она пропала из закрепленных. Нажать снова сюда, мы уберем закрепленные публикации, опять мы увидим там график всех, да, список всех. Премиум, как я говорил, здесь в этом разделе можно создать премиум публикацию какую-то, написать статью, например, попадаете в редактор, и когда вы ее опубликуете, она будет в разделе премиум, к ней можно будет настроить доступ за денежку, да, за какие-то плюшки. Значит, это мы с вами были в разделе «Опубликовано». Это первый раздел в разделе «Публикации», первый подраздел, да? Есть «Ожидают публикации». Сюда попадают те посты или видео, которые еще не дооформлены, или в процессе обработки видео, может быть, оно здесь может висеть. Вот. После обработки оно уже переходит в опубликованные. Либо черновики, еще сюда попадают, чтобы не забыть, те, которые отложены. То есть, если вы включили отложенную публикацию, по времени, она будет вот здесь висеть в ожидающих. Друзья, если я очень быстро говорю, если у вас появляются вопросы, вы их задавайте в чатик. Мы это будем следить. Вот тут хорошо все видно. Продолжим. Ожидают публикации, ну, те, которые отложены, да, и черновики. Черновики, понятное дело, то, что вы начали и бросили, не доделали. Здесь можно ими управлять, либо дописать и опубликовать, либо удалить. Например, вот у меня есть какая-то публикация, я ее когда-то заготовил, не знаю, может быть, на всякий случай закинул, думаю, когда-нибудь дооформлю, опубликую. Вот так вот, когда кризис настанет, я захожу в черновики, нахожу что-то, что я планировал, и публикую. И также я в прошлый раз говорил, что есть вот, висит здесь публикация, которая называется «Подпись начала» у меня. Что-то вот начало я вставляю куда-то в текст статьи, и подпись, которая у меня сформирована, тут подготовлены ссылки, то есть вот некий шаблон подписи. То есть это шаблончик, который висит вот в разделе «Черновики». И если я, как я говорил, вот я в него зайду, я просто вот именно вот эту статью, эту ссылку добавляю себе в закладки браузера и быстренько в нее попадаю, когда я хочу опубликовать что-то, дополнить своей подписью. Хорошая тема, пользуйтесь. Это, кстати, один из лайфхаков. Перейдем дальше. Комментарии. В комментариях все понятно, как в других платформах. Висят неотвеченные комментарии, можно фильтровать или только от подписчиков. Но вот здесь вот Дзен не так давно, это не сразу появилось, сделал отдельный раздел, где вы можете на все комментарии ответить в одном как бы пространстве, потому что до этого нужно было ходить по статьям и искать, где там тебе чего откомментировали. Плюс добавили, вот они еще, помню, в колокольчик уведомления. Тут тоже появляется комментарий, если вы
эти уведомления у себя настроили в настройках. Комментарий непонятно, мне кажется. Продвижение. Если вы нажмете на раздел продвижения, на пункт продвижения слева, то вы видите инструкцию о том, как можно продвигать свой канал в Дзене с помощью рекламных кампаний. Вот. Если вам это нужно, можете этим воспользоваться. По этому пункту, в общем, больше ничего сообщить не могу. Монетизация. Раз уж мы сюда пришли, поговорим о монетизации. Монетизация, как я говорил, но повторю, доступна тем, кто написал такие статьи, которые, посты, которые были дочитаны подписчиками канала 30 часов за 30 дней. Такое вот время, проведенное ими, зафиксировано было платформой, она позволяет оформить монетизацию, подключить ее. Если вы обычное физлицо, то здесь появляется соответствующий пункт, и вот такая вот кнопочка, где у меня сейчас написано «Сменить способ заработка». У меня выбран самозанятый, но я могу выбрать индивидуальный предприниматель и юридическое лицо. И вот что мне интересно. Похоже, теперь нельзя иметь возможность монетизации для физлица. По крайней мере, я этого не вижу. Вот это вот надо уточнить, потому что раньше здесь было можно сменить на физлицо, а сейчас возможно только для самозанятого это доступно. То есть нужно оформлять. Интересный момент, стоит прояснить. Ну, так или иначе, у меня оформлена самозанятость. Это в наше время просто сделать в банковском приложении, где-нибудь в Сбербанк онлайне, в Сбер онлайне или там Тинькофф, что у вас ближе. Я сделал в Сбер онлайне очень быстро. И это мне нужно было, по двум причинам. Поскольку самозанятые платят меньше налогов и, соответственно, получают больше заработка. И второе, я хотел заниматься микробизнесом по продаже кофе Cold Brew, что успешно я делаю, занимаюсь, потихонечку что-то продаю. Вот. А здесь, в этом разделе, как раз вам Дзен показывает ваше состояние счета самозанятого. Тут есть у них некоторый бонус по 10 тысяч, в районе 10 тысяч сниженный налог. И как только вы нажимаете «Вывести деньги», фиксируется эта сумма для вывода, и вы сами в кабинете налогоплательщика в сервисе «Мой налог» или там в Сбер онлайне, или где в банковском приложении идете, сами оплачиваете свой налог. При нажатии кнопочки «Вывести деньги» появляется несколько пунктов, с помощью которых можно выводить. СБП, карта, Юмани, ВК Pay. Понятная карта СБП, понятные вещи. Юмани – это счет. Есть счет Юмани, специально, на который я вывожу. На Юмани это бывший Яндекс деньги, и поэтому туда приходит все мгновенно. Но оттуда уже можно по СБП переводить. ВК-Pay, как вы помните, тоже можно, но оттуда можно переводить за процентик, что не супер гуд. Вот. По статистике выплат, вот с тех пор, как я стал самозанятым, если вам интересно, в прошлый раз спрашивали, то я 1265, 1348, и все эти выводы падали у меня, Дзен платил мне все меньше, то есть я, перейдя на самозанятого, думал побольше выводить, а в итоге он мне платит меньше. Но так или иначе, все-таки деньги есть деньги, поэтому с учетом того режима публикации, в котором я публикую, в принципе, хватает там на проезд, на что-то, на часть ЖКХ, что-то можно оплачивать. Деньги – это вопрос каждому свой интересный, поэтому вот так. Повышать монетизацию можно способами несколькими. В первую очередь, публиковать регулярно и интересно. То есть, может быть, где-то даже регулярность более важна, чем интересность. Повышать охваты какими-то любыми способами, то есть делиться в соцсетях своими публикациями и так далее. Всячески привлекать читателей на свой канал. И помимо вот этой вот встроенной монетизации, вы можете использовать рекламные ссылки. С этим будьте осторожны, изучите законодательство, маркировка рекламы и прочее. Партнерские всякие ссылки на платформы партнерские. Кому-то это сложно, кому-то не очень. В целом это работает нормально, так же, как и везде. При публикации партнерского материала, как в прошлый раз говорили, нужно поставить обязательно крыжик о том, что это партнерская ссылка, да, партнерская статья. Написать статью, если вы нажмете «Опубликовать», здесь вот есть партнерский материал, крыжик такой. В этом случае Дзен не предъявит к вам претензий, что вы пытаетесь
2 раза получить доход с вашего партнера и еще из Дзена. Если по этой теме интересные вопросы, да, я вижу, что есть. Все хорошо по темпу, только у меня вырубился спиннет. Сочувствую вам. Что же делать? Ну, надеюсь, что вы сможете посмотреть записи. Я тоже подрежу ролик, так чтобы убрать лишнее, оставить только полезное. Продолжаем. Значит, донаты. Ну, есть раздел премиум. Я не знаю, стоит ли на нем останавливаться, но вот он есть. И здесь можно настроить уровни премиума, которые вы планируете для своих подписчиков предлагать. Посмотреть, что тут у вас с премиум уровнем, какой доход. Есть тут специальная инструкция, как, чего с этим премиум делать. Премиум никто не любит. Подписки платные – это вообще зло, я считаю. Ну, это мое мнение, может, кому-то и нравится. Донаты. Недавно Дзен запустил сам самостоятельно донаты. Вот я в своих статьях прикрепляю ссылку, если кто-то хочет пожертвовать, то у меня есть ссылка там на донаты, на Юмани. И почему? Потому что там я получу всю сумму, которую мне приведет человек-читатель. А донаты в Дзене тоже можно использовать, это удобно. Ссылки появляются сами у вас в канале, в статьях, в статье, да? Ну вот посмотрим сейчас какую-нибудь статью. Они появляются у вас автоматически. Вот видите, поддержать. Ссылка есть. Как кнопочка. И вы можете поддержать автора какой-то суммой. Это удобно, конечно, тому, кто читает, но автор при выводе получит на 10% меньше, потому что Дзен удержит эти 10%. Это надо иметь в виду, когда вы настраиваете донаты. Ну, то есть, что их тут настраивать, просто подключил и все. Но вы получите на 10% меньше. Такой вот пункт донатов. Настройки. Настройки мы с вами изучали на первом занятии. Не буду к нему возвращаться, просто напомню, что здесь есть, например, настройка уведомлений, которые приходят в колокольчик. И тут надо с ними потыкать, чтобы лишнего вам не приходило. Есть разделы «Все о Дзене», который перебрасывает вас на обучающий сайт. Есть раздел «Справка». Очень важный раздел. Если вы чего-то не можете найти, как у нас у айтишников говорят, если что-то не работает, прочти, наконец, инструкцию. Вот. И люди делятся на 2 категории. Одни еще не прочитали инструкцию, а другие уже прочитали. Поэтому прочтите инструкцию, прежде чем задавать вопросы какие-то поддержки, может, вы найдете там ответ. Но, тем не менее, поддержка тоже есть, и тут есть такая кнопочка «Поддержка». Открывается форма, которую вы заполняете, задавая свой вопрос, давая ссылку на свой канал, текст сообщения, прикладывая какие-то, возможно, файлы, скриншоты, отправляя в поддержку вопрос. Поддержка в последнее время отвечает хорошо. Раньше все очень жаловались, авторы, на поддержку, потому что она, ну, как это сказать по-русски, тупо отвечала, очень тупо. И трудно было добиться какого-то решения или результата. Но сейчас в целом нормально работает поддержка. Пожаловаться, в общем, я не могу. Кнопочка поддержки также доступна, если вы находитесь в разделе монетизация. Тут есть еще одна кнопочка, вот справа внизу. Она отправляет вас туда же, чатик. Не знаю, дизайнеры, видимо, думали, что так удобно. Так, друзья, ну вот мы прошли студию с вами, полностью всю целиком. Я напомню, что еще вправо вверху есть колокольчик, есть ваш аватарчик, в котором есть пункты, да, и есть плюсик для создания публикаций 3 на компьютере. Это вы уже знаете, надеюсь. Поэтому перейдем к следующей теме. У меня тут есть пункт «Студия на смартфоне», но уделять ему внимание не считаю много нужно. В целом там все то же самое, за исключением того, что раздел монетизации там выглядит ущербным и маленьким. Но есть кнопочка «Перейти на большую версию сайта». И поэтому можно им тоже там воспользоваться. Поэтому если у вас есть смартфон, там тоже точно такой же есть интерфейс в приложении Дзен, и можно перейти в студию. Вот, используйте это на смартфоне, если вам так удобнее. Бывает быстро там можно найти какую-нибудь ссылку на свою публикацию или какую-то публикацию, или что-то быстренько отредактировать. Интересная тема ведения нескольких каналов. В прошлый раз звучал такой вопрос, и вкратце я на него ответил.
Сейчас я вам просто это покажу. То есть самая удобная тема, если у вас несколько каналов, а никто не запрещает вам сделать 2, 3, 5 каналов. У меня вот 3 канала в Дзене. Но как вести канал? Все время переключаться, то есть можно вот нажимать, выйти или сменить аккаунт, да? Вот, войти через Яндекс и выбрать какой-то аккаунт. Да, это может быть удобно, и в принципе я пользуюсь чаще всего именно так. Но более удобно просто в другом браузере. Вот у меня есть браузер Edge, в котором у меня есть залогиненная учетная запись другого канала. Другой канал называется «Места и впечатления». Вот. И в нем точно так же я смотрю свою студию. Здесь немного публикаций, трафик совсем небольшой. Это скорее так, знаете, для сохранения воспоминаний. Еще один канал. Но так или иначе, вот видите, у меня два канала. Здесь одна учетка залогинена, здесь другая. И вы можете два разных браузера держать. Есть вот одна студия и другая. Видите, вот две разные учетки здесь. И таким образом вы можете управлять двумя разными студиями. Ну и, конечно, можно открыть на другом компьютере, да, или на смартфоне или планшете под другой учетной записью. Таким образом управлять двумя разными каналами с двух разных учетов. Учтите это и пользуйтесь. Монетизация, значит, я забегая вперед, уже рассказал про нее. Только за тексты она идет 30 часов 30 дней. Доступ для физлиц под большим вопросом. Надо эту информацию уточнить. Возможно, его отключили. За месяц назад, по-моему, еще было возможно. Либо придется оформить самозанятость. Да? Вывод на Юмани или карту, донаты мы посмотрели. Статистика мы посмотрели в студии. Поэтому мы с вами, поскольку пятница, перейдем к самому интересному разделу лайфхаки. Это призовой раздел для тех, кто посетил второе занятие. И надеюсь, что эти приемы, какие я вам сегодня расскажу, помогут вам вести канал. Ну, так или иначе, вы сможете опять пересмотреть видео и вернуться к ним. А я просто покажу приемы, которые я использую при редактировании и создании статьи. Первый из них покажу вам сейчас. Это вставка большого количества картинок разом. Бывает так, что когда вы создаете статью, давайте же ее создадим, прямо вот при вас я сделаю. У вас есть, например, там, не знаю, рецепт с большим количеством картинок, и по одной эти картинки вставлять, ну, долго, да? А у вас они должны быть именно в тексте, а не в карусели, да, вот, в галерее. Сейчас мы какой-нибудь тут текст сгенерим, много-много вот такого текста, и ставим, значит, вот сюда много картинок. Как вставлять много картинок? Нажимаете кнопку вставки картинок, и вот в эту область, видите, написано «Перетащить изображение в эту область». Перетаскивайте ваши изображения. У меня они находятся вот в этой папке «Фото». И я выбрал для этого изображение нашего первого занятия с прошлого раза. Я беру вот эти вот фотки и все их прям сюда закидываю. И вы видите, что получилось? То есть есть много фотографий, которые идут одна за другой. И чтобы, например, мне хочется поставить эту фотографию перед этой, да, я могу ее взять и перетащить вот на место, но чтобы вот какую-нибудь четвертую перетащить, я буду долго тащить, и она что-то не идет, да, туда. Как-то неудобно. В чем заключается лайфхак, прием? Мы в браузере держим Ctrl и крутим мышку, уменьшая масштаб. Вот, и эти картинки становятся маленькими, такими, как им и положено быть маленькими, и я могу перетаскивать в статье их в нужном порядке, выстраивая свой материал, как мне удобно. То есть, уменьшив масштаб браузера, я могу таскать картинки, как мне хочется, даже если их много. Видите, как здорово получается? Вот, а эту последнюю я хотел вот сюда вот поставить. А вот себя вот такого красивого, вот самое начало, да? Пролистывая, вот я все выстроил, дальше я возвращаю масштаб и вижу, что у меня как бы все хорошо. Такой вот лайфхак.
вернемся, публиковать не будем. И у нас эта статья, как мы помним, сохранилась в черновике, сохранилась. Теперь посмотрим, что было вторым этапом. Ссылки, виджеты. Что такое ссылки, виджеты? Я немного говорил про это в прошлый раз. Создадим еще одну статью. И я хочу, чтобы мы снова попали в студию, потому что нам нужны ссылки на другие статьи, да? Мы снова попали в студию, перешли в раздел публикации. Отсюда я сейчас буду дергать ссылки на свои другие статьи. Для этого я перейду в статьи. Вот у меня статьи. Я взял ссылочку, скопировал ссылку и вставил ее в статью. Видите, она преобразовалась в виджет. Я взял ссылочку на другую статью. Они все время так будут преобразовываться. Но, исходя из такого поведения, вы можете сделать каталог статей по какой-либо тематике. Либо вы можете сделать раздел «Читайте также», «Читайте далее», да, и выстроить некие 5 публикаций, 5, 3, 2, 1 на ту тему, то есть для того, чтобы удержать пользователя на вашем канале. Я попробую вам показать сейчас статью про Альпы, где это применено, и в конце есть ссылка, такие вот ссылки. Вот у меня статья про то, как ходить с палками хорошо. И здесь пока еще нет такого поведения дзена, ведь статья старая, поэтому в ней просто вам также может быть интересно, и просто ссылки стоят обычные. А вот если найти какую-нибудь статью посвежее, ну или даже мы просто сделаем это, да? Вот у меня статья про суп рыбный, которую я в прошлый раз показывал. Если мы дойдем до конца, да, то тут у нас нет. Давайте я ее отредактирую. Нажму сюда, редактировать. И я вот хочу сослаться на какой-то другой рецепт в конце статьи. Читайте также, сделаем с вами, да? Как раз вот на живой статье. Читайте также. И я помню, что у меня где-то был там омлет. Вот он, лисички в сметане. И еще омлет есть. Так, копировали ссылку. И вот здесь вот ее ставили. Видите, лисички в сметане появились как виджет. Так, на этом. Как приготовить. По-моему, у меня такие статьи были. Вот, омлет с турецкой начинкой. Скопируем ссылку и ставим сюда же. Таким образом, вот мы имеем возможность удержать читателя на канале двумя публикациями с красивыми виджетами. Они сразу видят, что это такое, и пойдут почитают. Я нажимаю «Опубликовать». Он видит, сколько у меня тут всяких разных картинок. Ну, я ничего тут не менял, поэтому я просто сохраню изменения. Вот. Я при вас доработал статью с помощью того, с помощью вот этих вот ссылок виджетов. Интересно? Мне кажется, да. Пойдем дальше. Гифки. Ну, гифки, вы знаете, что такое изображение GIF. Это изображение в 256 цветов, которые анимированные. Да? То есть можно точно так же вставлять GIF изображение в статью, но только в статью. В посте работать не будет. Вот поэтому мы вот сейчас сделаем GIF статью, и я вам покажу, как это работает. Мы добавляем здесь изображение. И из моей папочки у меня есть специально заготовленные гифки. Да, вот, смотрите, видите, у меня есть вот такой какой-то гиф. И он сразу начал анимироваться. Да? И давайте еще другой. Вот так вот, таким способом загрузить файл на рабочем столе в папочке Den. Вот у меня есть еще гифка, вот такая. Вот, гифка. На этих гифках могут быть прекрасные, красивые, интересные какие-то моменты. И когда вы опубликуете эту статью, то они будут там в этой статье у вас анимироваться. Вы можете кусочек своего ролика какого-то полезного превратить в GIF короткий и тоже сюда его вставить.
и будет супер. Ну, в какой-то момент для кого-то это будет супер, поэтому учтите. Перейдем дальше. Следующий лайфхак. Шаблоны в черновиках. Ну, про это я уже немного говорил раньше, да, то есть у нас в черновиках есть, у меня есть шаблон подписи, вот он, а вы можете здесь сделать что угодно, то есть если у вас на какую-то тему есть заготовленный какой-то шаблонная какая-то статья, то вы можете здесь сохранить шаблон и просто открывая его, периодически публиковать на основании шаблона этого статьи. Пользуйтесь этим, храните свои шаблоны в черновиках, но учтите, кстати, что если вы из черновика что-то опубликовали, то это уже и уходит из черновика, поэтому нужно для использования шаблона создать статью, скопировать текст из этого черновика, как из шаблона, и тогда уже только публиковать. Ну, думаю, это понятно, логично. Встроенное видео и музыка. Еще один лайфхак, а точнее это не лайфхак, а просто штатное поведение редактора. Как это выглядит, я покажу вот здесь вот. У меня есть заготовленная для вас публикация. Тут есть вот эти виджеты, да, разные ссылки. И есть вставленные вот такие вот видео. Значит, если мы вставляем видео из Рутуба, то есть мы пойдем на Рутуб и оттуда что-то возьмем, так, вот это закроем. Оно ставится в виде просто вот такой ссылки, но с виджетом. То есть там будет предпросмотр и описание. Ну и ссылка на Рутуб. Не будем вставлять. Понятно, да? Скопировали, что-то мне не хочется Рутуб открывать. Скопировали какое-то видео с Рутуба, вставили. Я опять вот взял видео сейчас со своего канала. Ну, тут нужно входить, регистрироваться. Посмотрим. Он откроет мой канал. И еще раз возьмем. Если мы его вставим, да, то получится. Вот. Вставляется небольшой виджет, и описание, и даже описание не подтянулось, а потому что это шортс-ролик, а не длительное видео. В чем разница? Разница в том, что если вы возьмете видео из Дзена, вот мы возьмем публикации, мои видео, испугался, так, вот у нас видео, например, я вот про микрофончик тут что-то рассказывал интересное. Я скопирую ссылку, можно даже не копировать код для вставки, хотя он там тоже был. Скопирую ссылку, и вот вы видите, что у меня уже вставлено одно видео из Zen. Если я вставлю еще, просто ссылку на видео из Zen, он его преобразует в полноценный виджет, и это видео будет проигрываться, если мы опубликуем статью. То есть вы прямо внутри статьи сможете проигрывать видео. Сейчас мы напихаем сюда других ссылок, и я сохраню эту статью, чтобы продемонстрировать это. Касательно музыки. Вы видите вот такие вот виджеты из Яндекса, да? То есть Яндекс.Музыка у нас самая, по-моему, популярная, но это не точно. Кстати, вы где слушаете музыку? Напишите. Чаще всего я слушаю в Яндексе, потому что Spotify теперь нет. Ну, я и там не особо слушал. Вот у нас есть Яндекс.Музыка. Главное, он меня вот распознал, какие-то мои коллекции есть. И если вы берете какой-то трек, конкретно играющий, да, у него есть 3 точки, поделиться, скопировать ссылку, то вставляя этот трек из Яндекса, у вас получится вот такой вот виджет. Вот как уже был. Давайте вот сюда продемонстрируем. Вставляем. При вставке он его трансформирует в вот такой вот виджет, который можно проигрывать. А если у вас есть плейлист из Яндекс.Музыки, плейлист, вот, например, «Мое воскресенье», 3 точки, почему-то надо зайти на него, да? Вот, 3 точки, поделиться, скопировать ссылку, то точно так же плейлист ставится. Но там будут уже песни, и по ним можно будет переходить. Кто-то ответил, где он слушает музыку. Ну-ка посмотрим. Яндекс.Музыки. Правильно, Иван. Я тоже с вами согласен. Хотя и в ВК музыка есть, и везде, но тут проблема в том, что надо везде подписываться. Вот, кстати,
В последнее время я замечаю, что в сервисе «Звук» есть вообще все. Ну, там нужна подписка Сберпрайм, поэтому нужно выбирать, где вам лучше, где вам нравится. А Яндекс лучше угадывает, я так скажу. Вот. То есть учтите, что на основании вот этих свойств и такого поведения редактора Дзена можно вставлять разного типа контент, который будет интерактивным. То есть, опубликовав эту статью, вы сможете слушать, смотреть прямо внутри статьи. Ну, не вы, а ваши читатели. А вот песенка из ВК я даже проверять не буду на ваших глазах, но вот она вставилась просто как такая вот ссылка. Давайте я опубликую эту статью, чтобы вот кто может комментировать, да, неважно. Опубликую, чтобы увидеть, как это работает в опубликованной статье. Мы перейдем на нашу главную страницу, на мой канал. Вот появилась статья, ставка разных ссылок. Видите, я на нее захожу и вижу, что вот у меня есть виджет на пост, у меня есть виджет на видео из Рутуба. Ну-ка, если нажмем, что будет? Перебрасывает на Рутуб. Ну, пока он перебрасывает, мы можем нажать на видео в плеере. И, как мы видим, оно пошло, ну, реклама пошла и все остальное. Здесь можно выбирать в плеере разрешение, скорость, звук отключать, подключать. И, в общем, все красиво. И на полный экран даже выводить. Но придется посмотреть рекламу, но что делать? Странно, что да, авторов лишили рекламных выплат, а Дзен все равно рекламу показывает. Вот. А этот вот, да, нас перебросил на Рутуб, и, пожалуйста, вот мое видео можно смотреть, ну уже на платформе. Здесь, пожалуйста, поехало все, играет, скорость выбирается. И вот видите, есть значок ВК-видео. То есть фактически это видео на платформе ВК-видео расположено. Можно полный экран или автоматическое разрешение, или разное другое. Это прям играет прямо здесь. И можно остановить или продолжить. Вот. Значит, по музыке такая же ситуация. Вот мы включим, будет играться песня. Я не знаю, мы, наверное, не сможем, да, звук ее проиграть. Но нам и не надо. Поверьте мне, что играть будет. Вы можете даже здесь поставить лайк. А если вы нажмете «Слушать на сайте», то перейдете туда. Ну и здесь вот можно в плейлисте, который мы ставили, переходить по песням. Такая ситуация с альбомом. Если вы выберете альбом и поделитесь им, точно так же будет все работать. Эта интеграция мне нравится, и она мне всегда нравилась. У меня даже есть статья, где есть прицеплен к ней плейлист моих любимых песен, и я периодически ее бросаю кому-то, чтобы свои предпочтения вот транслировал, да. Вот. Собственно, все, наверное, на эту тему по поводу вставки разных ссылок. Эту статью, с вашего позволения, я тогда удалю. Ее можно прям с канала вот так вот удалить. То есть не заходя в студию, видите, мы не в студии находимся, а просто на канале. Здесь можно поделиться, редактировать, добавить в подборку и удалить. То есть какие-то базовые функции здесь доступны. Остальное же все, конечно, лучше делать в студии. Так, посмотрим, что я еще хотел рассказать. Ссылка, так, комментарии. Комментарии закрепить. Ну, комментарии закрепить это просто в двух словах. Мы можем и должны пользоваться такой возможностью, как закрепленный комментарий. То есть мы можем здесь написать, там, дорогие друзья, спасибо, что дочитали, поставьте лайк. Я прям напишу. Поставьте лайк, если понравилось. Здесь же можно добавить ссылку на донаты или на какое-то пожертвование. Поддержите автора донатом. Ну, как вариант. То есть это не очень хорошо там что-то выпрашивать, но так или иначе. Вот я нажал, и теперь у меня есть комментарий. 3 точки, и я могу его закрепить. Закрепить комментарий, он теперь закреплен. Да? Нет никаких вопросов, во всех платформах это примерно одинаково. Ссылки на подборки, про это мы уже говорили, но я считаю это настолько классной и важной темой, что я хочу про это еще раз сказать. Перейдем на канал. Вот он, мой канал. И здесь у меня есть подбор. Подборки можно оформить с обложками, с красивыми, а можно не очень. Нажать все подборки. Можно пройти внутрь подборки. Вот есть прекрасная подборка «Секреты Outlook». Я прям, кстати, я издал книгу про секреты Outlook небольшим тиражом. Если кому интересно,
можете посмотреть вот эту подборку. Здесь и видео, и ролики, и статьи. Не ролики, только видео и статьи. И можно здесь взять, например, мне и поделиться этой подборкой. Скопировать ссылку и отправить куда-то. Отправили ссылку, и это же прекрасно. Либо вставили ее в свой же пост, то есть создали пост и вставили ссылку в свой же пост. Для того, чтобы ознакомить ваших подписчиков с этой прекрасной подборкой. То есть пользуйтесь этим и делитесь ссылками на свои подборки. Продолжаем. Ускоряемся, хотя нам торопиться некуда. Закрепленные публикации, про это мы уже говорили. Закрепить публикации нужно для того, чтобы, например, у вас была возможность закрепить свою визитную карточку или какие-то очень нужные вам публикации. Для этого просто в студии вы напротив публикации нажимаете 3 точки и нажимаете «Закрепить». Почему здесь не нажимается? Потому что она уже закреплена. Почему не нажимается? Не потому, что она закреплена, а потому что 3 публикации уже закреплены. То есть, если мы нажмем, мы увидим, что 3 публикации уже закреплены. Если хотим закрепить еще одну, не получится. А если хотим закрепить другую, то надо одну открепить, прикрепить другую. То есть, как только я откреплю одну у какой-либо другой публикации, у всех появится возможность закреплять. Поиск своих публикаций я уже вам рассказывал. Тут я забегал немного вперед. Искать свои публикации нужно в разделе «Публикации», в разделе «Поиск». Еще раз, вот здесь вот это бывает полезно. Каталог своего канала вы можете сделать не только с помощью подборок, но и просто создать отдельную статью. Вот я сейчас найду ее с помощью поиска. Создать отдельную статью и в ней сделать просто каталог. Каталог статей от канала. Вот у меня есть такая публикация, просто я ее давно не обновлял, но она выглядит как просто перечень ваших материалов. И это нужно тогда, когда, может быть, еще пока у вас канал не очень большой, небольшое количество публикаций, вы можете вот такой вот каталог сделать. Решайте сами, насколько вам это важно, может быть, пригодится. Про разбрасывать ссылки продвижения я уже вам говорил. Просто для охвата публикуйте везде ссылки, где-то только можно. Если у вас есть другие соцсети, просто вставляйте туда. В некоторых случаях эта ссылка преобразуется в красивый виджет, в некоторых просто останется ссылкой. Вот, например, если в Одноклассники, дзеновские публикации кидать в посты, они там преобразуются в красивые виджеты. И удобно смотреть. Коллаборации. Коллаборации сами за себя говорят, это способ продвижения с участием других каких-то блогеров, каких-то ваших друзей или каких-то классных, крутых авторов, с которыми можно договориться о том, чтобы они либо рекомендовали ваш канал, либо что-то перепостили, и вы тогда получите дополнительный охват. Я этим не пользовался, но в целом ничего тут такого плохого в этом нет. Нет, почему? Я пользовался. То есть, когда у меня были знакомые, которые просили какой-то помощи, ну, мне нравились их публикации, я рекомендовал канал или делал репост. Ну, так вот это работает. Значит, здесь мы переходим к самому интересному. Спасибо, что вы до этого момента, доучаствовали, досидели. С помощью некоторых крутых каналов можно получить рекомендации по улучшению. Это не коллаборация, а конкретно заказ. Тут, например, есть классный канал «Путь к свободе». Там есть автор. Давайте этот канал найдем. Найдем «Путь к свободе». Вот я уже его искал. Вот он. Значит, там есть прекрасный автор Максим Семин. У него много подписчиков, вы видите, 61 тысяча. Ну, и у него такой лайфстайл-блог, такой интересный. У него в основном такие лонгриды, такие длинные интересные истории с его фотографиями. И читать всегда интересно. Ну, то есть это такие истории с жизни. Он еще волонтером работает и курьером работал. И вот Максим занимается аналитикой чужих каналов и выдачей рекомендаций. То есть если вы
не против, не боитесь, вы можете к нему обратиться, чтобы ваш канал, уже не очень молодой, он проанализировал, дал вам какие-то рекомендации. При этом он даже, бывает, делает публикации про какие-то каналы, которые он анализировал. Рекомендую этот канал для вот этих целей. Есть канал Игорь Продзен. Игорь Продзен. Вот, канал Игорь Продзен. Продзен, такая вот ссылка. Это канал энтузиаста, программиста, который занимается тем, что продвигает свое расширение для браузера, которое помогает вам, авторам, нам более продвинуто анализировать материалы и искать ситуации, когда, например, на статью наложено ограничение ошибочно или вы не понимаете почему, и тем самым реагировать оперативно на это. Вот его канал Игорь Продзен очень рекомендую посмотреть, подписаться и изучить как раз вот по этой причине. Вот у него очень хорошо оформленные публикации и разбор разных ситуаций. Ну, вы сами видите. При этом основное, что он продвигает, основное, ради чего как бы стоит, да, пойти, это расширение для браузера. Не знаю, сейчас можно мне расширение временно установить? Да, конечно. Вот, значит, расширение для браузера называется расширение ProZen. Я сейчас попробую его установить, тем более у нас Chrome, вроде у нас как бы тут все совместимо. Как установить установка расширения? Когда мы его установим, вы увидите, что это такое. Вот, для Google Chrome. Вы можете точно так же сделать. Эту Chrome нажимаем. Установить. Вот. Смотрим. Дождемся. Вот. Расширение ProZen установлено. Появляется вот такая вот среди расширений дополнительная пимпочка. Интересно, тут можно? Закрепить можно, да? Вот. Такая вот пимпочка, нажимая на которую можно увидеть какую-то рекламу, версию и так далее. Но самое важное не это. Как только вы с этим расширением начинаете работать, сейчас мы увидим, появилось ли что-то. Нет, вот работает. Смотрите, вот мы находимся на главной странице, и здесь появились дополнительные иконочки с цифрами. То есть дополнительная информация по вашим публикациям. Показы, просмотры. Еще справа появляется вот такой блок состояния канала. Он сразу вам говорит о том, что с вашим каналом так или не так. Вот он видит, предупреждение 0, канал ограничен, нет ограничений, индексация канала есть. Иногда слетает индексация, то есть у вас могут снять индексацию с канала, не показывать ваши материалы в поисковых системах, и это надо выяснять почему. Статистика. Да, охват подписчиков SCR 0,75%, заблокировано 473, канал создан в 2018 году, а я думал в 2017, ну, значит, ошибался. Статистика, ну и курс минуты, у него тут такой параметр есть, показатель. Вот, и еще есть ссылка на подписку в ZenReader. Можно нажать менюшечку вот такую вот, кстати, это вот здесь, оказывается, в этом браузере, здесь. Нажать менюшечку, полная статистика, метрика, поиск, проверка публикаций как раз и продзен в Telegram. Есть вот этот пункт проверка публикаций. Если сюда зайти, то можно проставить галочки, что вы хотите, чтобы было проверено. И алгоритм Игоря, соответственно, пролазит по вашим публикациям и посмотрит код этих публикаций и увидит, если, например, там признак отсутствия индексации, помните такой тег, хэштег, не хэштег, а метатег робот но индекс есть. И если ее нет, то он вам это покажет, и вы можете выбрать вот здесь период публикации и начать проверку. Часто это делать не рекомендуется, но он может сделать такую классную проверку и показать вам результаты. Поэтому вот пользуйтесь прекрасной возможностью бесплатного инструмента от этого энтузиаста Игоря Продзен. Также, ну, мы в метрику и так переходили, он предлагает отсюда его тоже перейти. Почему мы можем отсюда перейти. Вот, такое расширение Продзен. Ну, если надо будет, мы его потом с этого компьютера удалим. А так оно никому не мешает, особо ничего не грузит и есть не просит. Хотя можете задонатить Игорю за разработку этого инструмента. Ну что, у нас осталось еще пару пунктов, как раз мы подходим к завершению. Есть такой сайт аналитики Дзена.
Он нужен, конечно, в первую очередь не для авторов, а для тех, кто хочет что-то опубликовать средствами Дзена. Называется dzenstat.ru. И в этом dzenstat.ru вы можете увидеть, перейдя на поиск каналов, топ-постов, сравнения, бесплатный инструмент. Так-то он просит, конечно, денег за подписку и за работу, но вы можете увидеть, например, рекордсменов по подписчикам в Дзене, да, и увидеть, что это, в общем-то, такие паблики, официальные пресс-инструменты, как бы это назвать, платформы, да, публикаций, сайты, Царьград, Комсомольская правда и так далее, у которых там 2,5 миллиона подписчиков и какое-то жуткое количество просмотров ежедневно. Но, как ни странно, среди них есть каналы, например, «Кухня наизнанку», есть канал «Готовим с Галиной Скалниной Натальей», есть канал «Культурология» и «Кулинарный микс». Как вы видите, 3 частных канала, 4 Георгий Кавказ, еще 5 Щедрая каша. Это все кулинария, рецепты. Это самая популярная тема на Дзене. Поэтому, если вы хотите вести канал про рецепты, вы точно не прогадаете, хотя, конечно, конкуренция есть, но так или иначе, это самая популярная тема. И я хочу подтвердить это вам тем фактом, что вот этот суп, про который я все вам рассказывал-то, простой мамин рыбный суп по маминому рецепту, мне дали 2155 показов этой статьи, а никакая статья другая столько показов просто так не получила. И поэтому имейте в виду, что, конечно же, такие публикации очень популярны. Вот давайте еще глянем про омлет. У меня там тоже какой-то дикое количество было. Видите, 26 тысяч дочитываний статьи про омлет, как сделать по-турецки. Что здесь вообще такого? Ничего особенного нет. Вот. Но интересно, все же умеют делать омлет, и все хотят по этому поводу высказаться и попробовать. Поэтому вот Дзенстат. Дзенстат, друзья, это сайт, на котором можно поискать популярные каналы, посмотреть, о чем они пишут, как они оформляют. И, может быть, немножечко срисовав их подход, продвинуться самому, да. Здесь есть топ постов, вот, то есть, например, можно увидеть, какие публикации набрали больше всего. Вот, в основном, видите, это эмоционально заряженные публикации. Врать нельзя, давайте честно. Ну, всякая политика, которой мы не будем касаться. Вот. Дзенстат. Дзенстат – прекрасный инструмент, бесплатный. Ну и последнее, на чем я сегодня хочу остановиться, это справочный и, так сказать, справочный канал от самого Дзена. Их несколько. Вот тут Telegram можно, да, открыть. Вот, мы открыли Telegram, и мы видим, что вот есть канал Дзен, называется, с голубой галочкой. Канал Дзен содержит в себе интересные публикации самого Дзена. То есть он сам выявляет интересные посты и здесь их показывает. Вот. Если вы автор, то также можно подписаться потом на канал поддержки Дзена, или как-то это называется еще по-другому. В общем, еще один канал есть. Ну, в общем, вот этот вот канал самого Дзена называется t.me, платформа подчеркивания Дзена. Очень рекомендую на него подписаться, чтобы понять, какие публикации сам Дзен считает правильными, хорошими, и что он транслирует, например, в Telegram. Ну, и если у вас есть телеграм-канал свой, почему бы его не завести, не знаю, вы можете с большим успехом также размещать там ссылки на свои публикации в Дзене. Как и в других сетях. Просто сейчас я хочу сказать, что Телеграм, по-моему, вырвался давно вперед в этом смысле. Все только там читают. Используйте этот факт. Друзья, на сегодня у меня все. Я вам рассказал почти все, что знаю сам. Почти ничего не утаил. Если что-то утаил, то это, скорее всего, просто потому, что я сам не помню. Вот, поэтому я готов сейчас ответить еще на ваши вопросы, если они у вас появились. Вот я чатик открою.
Подумайте, что вы хотите спросить. Может быть, прям какой-то секрет хотите, чтобы я выдал. Секретов нет особо, но, в принципе, вот вся ситуация с дзеном и с возможным заработком на нем, а также, если не заработок, то хотя бы просто отдушина для того, чтобы делиться полезным, или публиковать, или учиться писать, или учиться оформлять. Вот об этом, обо всем рассказал вам. Если было интересно, поставьте лайк, как говорят в этом в известной видеоплатформе, подпишитесь на канал, напишите ваши соображения, комментарии. Если, может быть, вы что-то знаете, чего я не знаю, или можете чем-то поделиться, обязательно это сделайте, потому что мы здесь существуем для того, чтобы друг другу помогать. Друзья, на этом заканчиваю, потому что вопросов не вижу. Но если они вдруг возникнут, то можно будет их задать в чатике нашего мастер-класса в отдельном в Телеграме. Все. Спасибо вам за участие. Пока.